Ребят, привет! Здорово! Hi! Как вы знаете, совсем недавно компания Samsung представила два своих новых флагманских смартфона – Galaxy S7 и S7 Edge. Предлагаю рассмотреть плюсы и минусы этих новинок и сравнить с предшественником Galaxy S6. Мне нравится, как Samsung доработал дизайн устройства. За счет закругленной тыльной крышки смартфон удобнее держать в руке. Кроме того, уменьшились рамки вокруг дисплея. Это делает гаджет компактнее. И еще, модуль камеры теперь практически не выпирает, в отличие от Galaxy S6. Выпирает он меньше, но лишь потому, что смартфоны стали толще на миллиметр. Что касается слишком узких рамок вокруг дисплея, то я бы не назвал это плюсом, особенно в случае с Galaxy S7 Edge, потому что возможны случайные касания ладонью. А еще посмотрите, как они собирают отпечатки пальцев, совсем как Galaxy S6. Но толще смартфон стал лишь потому, что здесь вырос аккумулятор. К примеру, емкость в Galaxy S7 увеличилась сразу на 450 мАч. Samsung уверяет, что гаджет стал примерно на 30% быстрее, а еще оперативная память увеличилась с 3 до 4 гигабайт. Послушай, ну кому нужна эта мощность? Даже прошлогоднего Galaxy S6 лихвой хватало для самых производительных игрушек. А по поводу оперативки вообще смешно. В iPhone до последнего времени ставили 1 гигабайт. Всем хватало. Ну не скажи, это имеет значение, если берете смартфон на несколько лет вперед. А как тебе камера? Ну, мегапикселей здесь стало меньше, не считаю это плюсом. Вот. Да и тем более Galaxy S6 снимал просто превосходно, это отмечали многие обозреватели. А ты спроси у любого фотографа, насколько важно количество мегапикселей при такой маленькой, как в смартфоне, матрице. Зато здесь увеличен размер каждого пикселя, диафрагма, а система Dual Pixel позволяет сфокусироваться даже в темноте за доли секунды. Звучит красиво, но не думаю, что это кому-то особо нужно. А еще мне понравилось, что смартфон защищен от попадания пыли и влаги. В Galaxy S6 такого не было. Понимаешь, поснимать под водой все равно особо не получится. Зато можно эффектно окунуть его в ванну или кувшин. Чуть не забыл. Еще здесь есть такая прикольная фишка, как Always On Display. В режиме ожидания на экран выводятся уведомления, пропущенные звонки, SMS. Это удобно и практически не расходует аккумулятор. Да за такие деньги он вообще не должен разряжаться. 19 миллионов за Galaxy S7 Edge, при том, что средняя зарплата белоруса меньше 7 миллионов. Итак, сделаю вывод. Перед нами логичная эволюция прошлогодней модели. Новинки получили чуть допиленный дизайн, улучшенные характеристики. Думаю, что если у вас уже есть смартфон уровня Galaxy S6, то особой необходимости в апгрейде нет. Однако при наличии необходимой суммы, а гаджеты далеко не дешевые, это станет отличным приобретением. Если вам нужны топовые характеристики, лучшая в классе камера и превосходный дизайн.